Для начала, прежде чем мы начинаем работать банкой, мы работаем руками. Разогреваем кожу и готовим ее к более глубокой проработке. Делаем приемы поглаживания. Приемы антицеллюлитного массажа я уже вам демонстрировал в прошлых видео, вы можете их посмотреть. Поглаживаем, затем выжимаем. Направление выжиманий всегда в сторону паховых лимфоузлов. Не заходим на подколенные ямки и не выжимаем против венозного тока и против лимфотока. То есть выжимаем условно всегда вверх, всегда к сердцу. Сделали выжимание, переходим на приемы растирания, разогревающие движения. Здесь можно использовать плоскостные растирания. Для более терпеливых людей можно использовать растирание гребнями, то есть фалангами средних пальцев. Также иногда я использую в своей практике специальную щетку для массажа и растираю ей, разогреваю кожу. Сделали растирание, можете заметить, что есть уже небольшая гиперемия. Погладили и переходим на приемы разминания. Выполняем их примерно дважды, 2 повтора перед проработкой банкой. Готовим нашу рабочую поверхность. Разогреваем кожу, делаем более эластичной ее, для того, чтобы работа банкой была менее болезненной и более эффективной. Потому что если вы по холодной коже, не разогретой, начнете выполнять массаж банкой, можно легко травмировать сосуды, капилляры. И человеку в любом случае может быть больно. Хорошенько прорабатываем ягодицы, проекцию подъягодичной складки, область галифе. Эта зона менее эластичная и часто бывают на ней достаточно серьезные проблемы. Повторяем приемы примерно 2-3 раза. Работаем около 2 минут на этой зоне руками. После добавляем масло для того, чтобы обеспечить равномерное скольжение баночки. Берем банку и силой сжатия руки контролируем вакуум. Прислоняем и движение в одну и в другую сторону выполняем плавненько. Заходим на заднюю поверхность бедра и двигаемся под углом 45 градусов в направлении паховых лимфоузлов. И держим на контроле ощущения вашего клиента. Если человеку очень больно, то вакуум лучше убавить. То есть банку при присасывании сжимать меньше. Не больно? И вот такие простые движения выполняем примерно 2-3 минутки. Если вы заметили, то видно очень хорошо выраженную гиперемию. Это говорит о том, что приток крови к коже усилился, и кожа и подкожно-жировая получает дополнительное питание, дополнительный кислород, соответственно, лучше кровоснабжается, лучше выглядит. Уходят отеки, застойные процессы. Кожа более розовая, более здоровая. Также можно добавить кругообразные движения. Болезненно? Вот. Но учитывайте, резиновая банка требует от ваших рук большой силы.
Также можно выполнять силиконовой банкой. Я покажу вам отличие, насколько глубже я работал резиновой банкой и насколько мягче работает силиконовая. То есть нагрузка с нее гораздо меньше. Она, конечно, мягкая, и силу для того, чтобы ее поставить, нужно меньше, но она практически не цепляется. И если вы хотите глубоко проработать кожу и подкожно-жировую, то вам лучше все-таки немножко привыкнуть к резиновой банке. Видите, силиконовая она не держится практически, поэтому я ее не использую. Использую резиновую. Это самая большая банка из набора. Такие баночки можно купить на Алиэкспресс, можно еще где-то посмотреть на каких-либо маркетплейсах, на Озоне, на Валберисе. Вот, поэтому проблем с покупкой этих банок нет. Вот. И баночкой мы проработали примерно 3 минуты. И после того, как мы банкой сделали массаж, мы добавляем еще массаж руками. Кожа у нас разогретая, поэтому мы можем сразу начинать с приемов разминания. Продольное разминание. Поперечные. Змейка. Ну, все эти движения, у меня есть отдельное видео по ним. Поэтому дополнительно пояснять про них я не буду. Вы можете посмотреть другой ролик, где они показаны. Перекрещивание. Тщательно прорабатываем заднюю поверхность бедра, потому что человек на ней сидит. Ограничивает кровообращение, и часто здесь происходит изменение. Часто здесь происходит липодистрофия, так называемая. И возникает неровность кожи, целлюлит. Гребнеобразное разминание. На ягодицу заходим, вплоть до гребня подвздошной кости. И эти движения можно повторить 2-3 раза. После этого мы эту сторону закрываем и переходим на вторую сторону, делаем аналогично. Спасибо за просмотр. Надеюсь, ролик был для вас полезен. Всем пока-пока. Увидимся в новых видео.